12 kwietnia w Moskwie. 2 dni temu minęła 15. rocznica od katastrofy polskiego rządowego samolotu w Smoleńsku w Rosji. Dzisiaj będę pytał przypadkowe osoby na ulicach w Moskwie, czy ludzie pamiętają o tym wydarzeniu, jakie mają uczucia, co może myślą. Zobaczymy, jakie opinie uda mi się zebrać. 15 lat temu назад разбился польский самолет в Смоленске, да? Президент умер. Да, вы что можете сказать, что помните? Ну, только помню, что по новостям что-то показывали, и все. Ага. И только это могу сказать. Это помню, только это все из новостей. Но вы следили, вам это было страшно, интересно или... Я-то маленький был. Ну, тогда я помню вот чисто по А новостям. сколько вам лет? Если 15 лет назад, то это 23 минус 15. Ну да, это 8-7 лет, 8, да, 7, где-то да, так. Да, Ага. но я помню это по новостям. А вы чуть лучше помните, как для вас? Это тоже в новостях, наверное, показывают? Только в новостях, да. Ага. Но бывают такие моменты для вас? Это было какое-то большое событие? Или, много таких разных бывает катастроф, и одна из, наверное... Ну, я думаю, для Польши одна из тяжелых катастроф. А так, как всегда, это очень тяжело, когда люди хоть разбиваются. А то, что это произошло в России, для вас это имело какой-то контекст? Или... Явно Россия здесь не Просто при так, чем. просто так случилось, да? Просто Да, так случилось, просто, да. Я думаю, просто, разбился в России, разбился бы в другой стране. Ну да, Местоположение. в таком смысле. Так произошло, что. А помните, где были тогда? Или... Дома. А. Мы вообще не из Москвы, Ага, а мы вообще с Белгорода. ага, И тогда, это все по новостям только услышали. понятно. Дома сидели и срочные новости, что там. Я помню, что там срочные новости и разбился. Смоленский, по-моему. Да, разбился самолет с президентом Польши. А почему Смоленский, знаете? Или, наверное, не следили? Наверное, Беларусь летел, через Беларусь на Польшу летел. Или наоборот, я Или не помню, наоборот, да. куда-нибудь в Ага. Россию летел, уже Ага. Белоруссию пролетел. Понял. Хорошо, спасибо. 15 лет тому назад разбился польский самолет в Смоленске с президентом. У меня такой вопрос. Вы слышали про это? Да, Что вы думали про это? Услышали и ничего не думали. Авария. Такие, как, наверное, много происходит, да, в мире, к сожалению, да? Я не углублялась в эту тему, но слышала. Но показывали по новостях. Да. А потом вы как-то следили или, это... Потом недавно опять было в новостях, что возобновили расследование. Ага. Тоже это я видела. Вы знаете, что какое-то расследование шло, да? Столько лет долго. Прекращалось, начиналось. Ага, что, наверное, такая, возможно, сложная вещь или не до конца понятно. Может быть, какие-то на это были причины. Ага, Может быть, не давали расследованию быть. Такое тоже может быть. ага. Понятно. От дождя. Но сегодня же, наверное, не будет идти. Знает погоду. Ага. Зато ветер не пропускает. Хорошо. Вы вот тут продаете, да? Да, я вербу продаю. Верба. Завтра вербное воскресенье. Вопрос такой. 15 лет тому назад разбился польский самолет в Смоленске. Вы слышали про это? Нет, Что не тогда, слышала. может, думали? Нет? Может где-то мельком слышала, может быть. Ага. Но что так точно, что польский самолет вы не помните, не обращались? Нет, не вникала так. Не вникали. Вы тоже, наверное? или? Ага. А можно сказать, откуда вы? Спросить. Из Чувашии. Из Чувашии. Просто я слышу немножко Чувашии. другое произношение. У меня тоже, кстати. Есть, да, у вас тоже немножко. Ага, но вы там живете, да? Мы из Или- Чувашии, да. А просто приезжаете... Верба туда, да? Из Чувашии, да. У вас пораньше пришла весна? Или... У нас там снега нет, у вас тут снег лежит, а у нас снега нету давно. Вот так. У них тоже сейчас только упал снег. 15 лет тому назад разбился польский самолет в Смоленске, в России. Вы помните это? Что тогда думали, чувствовали или читали? Нам тогда было 20 лет, да, мы не особо интересовались тогда этим. Это, слышали. событиями, да? Ну не да. интересовались? Я слышала. Ага. И что тогда подумали? Или не особо ничего такого, но... Не особо ничего такого, на дворе нам было около 20 лет, тогда мы такими особо политическими вообще и событиями какими-то большими не особо интересовались. А сейчас чуть больше интересуетесь? Сейчас чуть больше, да. Я как раз подруга из Польши, мы много эту тему обсуждали. Да. Реально? Недавно вот как раз? Несколько лет назад. И можете сказать, например, что вы тогда спросили, что обсуждали? С ее примерно? стороны
очевидно была такая позиция, что это было нами все организовано. А, она так вам сказала, да, подруга, да? Да. А вы на это ей что сказали? Ну, я не особо, как сказать, любитель обсуждать политические темы, просто я ее выслушала, но свое мнение не стала высказывать. Ага. А где вы познакомились с подругой? Мы в Китае с ней учились вместе. Где? В Китае. А, в Китае? Вот интересно, вы там учились, да? Да. Ага. И потом поддерживаете контакт, да? Вот, к сожалению, вот на этой теме у нас немножко как-то... да, из-за, наверное, этой темы и других политических вам трудно стало с её общаться. стороны немножко пошла Какое-то такая напряжение агрессия, пошло, да, поэтому этот контакт, наверное, сорвался, да? Все правильно. A, no tak. Interesno сказали. Всего доброго. Do proszę. widzenia. Przed chwilą zadałem to pytanie mężczyźnie około 25 lat. Jak je usłyszał, powiedział, że to jest temat polityczny, sytuacja jest napięta. No i z tego powodu on nie będzie odpowiadał na to pytanie. 15 лет тому назад разбился польский самолет в Смоленске, в России. Да, слышал такой. Президент ваш погиб там, да. Да, и можете сказать, что, где вы это слышали, где В читали? новостях слышал, в новостях слышал, смотрел. Но это освещалось как-то, Да, много было освещалось, новостей. да, и говорили о том, что, ну, вроде как там на борту что-то произошло такое, что привело к этой трагедии. Ага. Так что, ну, я об Вот этом- только то, что помните. А вы как-то особо это смотрели или Ну, как? когда президенты погибают, это, конечно, такая Ну. вещь-то серьезная, да, поэтому, конечно, интересовался, потому что на самом деле что было. Ну, в новостях прошла такая информация, что там на борту что-то случилось у них и Ага. разбились. Погодные условия были какие-то плохие, посадку в другой аэропорт хотели, чтобы посадили, но они на это не пошли. Ну, это то, что я помню, да, информацию. А много таких, в общем, таких похожих новостей или, в общем, Ну, у нас, разных? я считаю, что нас освещает все так довольно много, объективно, опять же, с моей точки зрения, да. Понятно, что что-то может быть не совсем истинно, да. СМИ они такие у нас, Мгм. ребята. Ну, я верю. Мгм, понятно, хорошо. 15 лет тому назад разбился польский самолет в Смоленске, но с Так. политиками, с президентом. Вы знаете про это, слышали? Возможно, где слышали? Нет, Нет? не слышал. А, не слышали, не Нет. интересовались. А вы сколько вам лет? 30. А, 30, вам было тогда 15. Да, не А интересовался, наверное. Вы, в общем, и такими новостей особо не читаете, не слушаете? Или... Да, да, Ага. я не смотрю новости особо. Ага, просто вы... Как-то я настроен на то, что новости, они настраивают нас на негативную волну. Ага, и вы просто стараетесь не... Стараюсь не особо смотреть, да, новости. Ну, иногда вы что-то видите или обсуждаете все равно, да? С друзьями или... Есть определенные темы. А. Определенные темы — это сфера финансов больше или сфера блогинга. Ну, тем, Как чем раз мне вы интересно. просто лично интересуетесь, да? Да, Вот w да. takim смысле. Понятно, хорошо, всего вам dobrego. Dzisiejszy temat może wydawać się polityczny. Powiem wam, że mnie polityka mało w tym kontekście interesuje, jakaś agitacja, silne poglądy. Najbardziej mnie interesują ludzie, co pamiętają, gdzie wtedy byli, jak po prostu myślą, żeby ich pokazać i ewentualnie lepiej zrozumieć. 15 лет тому назад разбился польский самолет с президентом в Смоленске, в России. Вы знаете про это, слышали, возможно... Честно говоря, я не помню. Может быть, на тот момент это была новость, да, но Ага. сейчас, к сожалению... Но так как я сейчас не так помню. сказал, у вас не откликается как-то. Да, честно, я не помню. Aha, poнял, spasibo. Tak sobie spaceruję po tej dzielnicy i skojarzyłem, że tutaj obok, dokładnie w tym miejscu, zaraz tam podejdę, jest kawiarnia, którą otworzył Słowak. Nagrałem odcinek stamtąd, tutaj macie link. Wejdę do środka, wypiję kawę, porozmawiam i potem coś więcej nagram. Jan właśnie robi mi kawę, zaraz się trochę posilę. Nie wiem, czy coś zjem. Pamiętam, że trudniki tutaj były bardzo smaczne. Kawa wypita, terdzielnik zjedzony. Idziemy jeszcze dalej ponagrywać. 15 лет тому назад была катастрофа польского самолета в Смоленске. Ну, там с политиком, с президентом. Помню. Можете рассказать, как услышали, что почувствовали, если, в общем, есть какая-то мысль? Ну, слушался и СМИ, естественно, услышал. И почувствовал, не почувствовал, а то, что была такая версия, что как будто бы причастна спецслужбы России. Но это неправда. Это было именно метеоусловия были виноваты. И второй вопрос меня как бы задел.
что якобы вмешивался ваш руководитель делегации, которая летела внутри, на борту, да? Да, на борту. И они мешали заходу на посадку и сказали, что якобы садись. Дали указание на посадку, что это было для экипажа невозможно. Ну, по приказу вышестоящего начальника они все-таки решились на посадку. Ну, и это бы способствовало катастрофе. Так что, в общем, вы помните эти дела и достаточно интересовались, да, этими событиями? Интересовался, конечно. Но сейчас много времени прошло, поэтому... А вы знаете тоже, почему они летели? Там у них было... Ой, там то ли какое-то открытие, то ли что-то... Я уже не помню, не 15 точно, лет прошло, да. Ну, не совещание, а то, что было какое-то торжественное, как бы... какое-то мероприятие, но вы не знаете точно. Я не помню уже. Понял. Помню, что это вот полностью в составе польской делегации, почти полностью кабинет министров, там, много людей высокого, как бы, этого, такого уровня, да, я вот подсказываете. Понятно. Ну, а так я хорошо помню. Метеоусловия сыграли роковую ошибку. И то, что была ошибка командира экипажа на посадку, вот это вот, может быть, способствовало. Они задели, помню, что задели плоскостью деревья, и упали. Они шли ниже глиссады, это глиссада наклонная, они шли, как бы, рискуя быстрее увидеть землю, привязаться к земле, и попали. Это их ошибка. Понял, спасибо. Включу камеру, но вы мне сказали наконец, что вы связаны с авиацией. В то время был связан, да. Поэтому для вас более эта тема, вы более понимаете. Да, более была открыта, и мы это как бы разбирали. А вы как связаны с авиацией? Точно. А я как раз вот диспетчер, который управлял движением. Но не там, а в другом городе. Вот это как раз я был... Ну, тогда вы еще работали? Да, работал. Сейчас вы на пенсии, я понимаю, да? Вот так. Да. И мы как бы разбирали, потому что нам было необходимо донести. У нас там свои направления, кого слушать, что слушать. Хотя диспетчер, кстати, запрещал на посадку. Они приняли решение. И тем более со стороны диспетчера, вы понимаете вот эту специфику этой работы. Да. А последнее слово всегда за командиром. За командиром. То, что экипаж... Последнее слово, если я запрещаю посадку, что как бы не соответствует метеоусловия, то последнее слово за командиром всегда идет. А много таких событий или да в миру, угодно. или в России? В общем? Да сколько угодно. Достаточно. Да и по миру тоже. По миру даже, много. И это, в общем, такая сложная работа диспетчера? Или просто иногда бывают такие моменты? Очень сложно. Да. Ответственность очень большая. Я проработал долго, и я 25 лет проработал за каналом, диспетчером. Я много таких... И вы в одном месте, в основном, да, или по разных местах? Нет, в одном месте. В одном месте, да. Более привязаны там, где жили? Конечно, привязаны и семья, и где живешь, как бы там, как говорят, где родился, там и пригодился. Понятно, хорошо. Так что вот так вот. Что-то похоже, знаете, на хорватов, наверное, нет? Вы услышали, как мой акцент, да? Да, акцент. По вопросу, возможно, узнаете, откуда я. 15 лет тому назад разбился польский самолет в России, в Смоленске, с политиками, с президентом Польши. Вы помните это? Да, это было очень давно. Генерал там, по-моему, какой-то разбился, да? Вы слышали про это? Можете сказать, что тогда чувствовали или как? Это же другая страна. А у нас там свои проблемы были, то есть, поэтому, не знаю, вообще жалко людей всегда. Просто, как сказать, это для нас это другой мир же. Это же, мы же не Евросоюз, поэтому мы не чувствуем, что мы рядом живем. Но все равно это другая страна, иностранцы, у них свои какие-то вопросы, да, поэтому это не так близко, катастрофа не так близко, как будто бы случилось, возможно, с русским, да? Да, вот смотрите, если вы посмотрите статистику, почитаете, то в день, каждый день умирает очень большое количество людей, очень. А здесь просто высокопоставленный человек, и он медийный, то есть об нем все знают. А так, очень много, там каждый год 15 тысяч умирает там от сердечных приступов, 30 тысяч людей, то есть это это жизнь, да, то есть и ничего не сделать. Вот, и просто умер другой человек.
Ну, то есть, ну, несчастный случай. Потому что самолет, чтобы упал, это тем более такого уровня, да, то есть это больше похоже на чудо диверсию, если честно. Вот, как бы, ну, потому что, ну, такого уровня, как бы, ну, невозможно. Ну, кто-то предал в Польше кого-то. Скорее всего, там не досмотрели, наверное, спецслужбы польские. Что-то в этом роде, не знаю. Ну, я не могу сказать, это просто мое мнение, потому что... Ну, ваши мысли, ваши ощущения просто. Да, просто это уровень такой высокий, что чтобы он разбился, это надо что-то все сделать такое. А поскольку это в России, то это выгодно кому-то на стороне, чтобы подумали поляки про Россию плохо. Ну, то есть, вот, ну, это очевидно. Факт. Ну, потому что как бы я немножко посмотрел на то, что происходит в Украине, да, и вообще на события, то, что в Израиле происходит. И вот это все очень похоже как бы на очень жестокий мир, да. И, скажем так, в этой игре, в кавычках игре, ну, то есть это серьезно, вот, но как бы в этом мире, да, политики, смерть людей это как бы как монета, ну, это часть, это как бы часть механизма, то есть это будет всегда происходить, потому что за власть на высоком уровне, ну, дерутся, ну, жестко, насмерть, да. Соответственно, кому-то выгодно. Знаете, вот у нас была Первая мировая война, и там убили канцлера. Ну, его специально как бы так убили. То есть там, если историю посмотреть, что это была подстава. Из-за этого как бы началась война Первая мировая. А если, ну, это значит, кому-то третьей стороне надо. Надо понимать, кто зарабатывает на этом. То есть это все из-за денег. То есть тогда зарабатывала третья страна какая-то, да. То есть сейчас вот кому выгодно было, чтобы в Польше разбилось, да, то есть кто на этом смог заработать? Надо вот так смотреть. Потому что все, что другое вы придумаете, это будет, ну, странно, потому что на таком уровне умные люди очень. Соответственно, они умеют думать. А если думать умеют, то, ну, им нужны деньги и власть. Соответственно, это из-за власти, из-за денег. То есть кто это что придумал, я не знаю. Но это просто вот логика такая. Вот. А у вас что за канал? Ja wam pokażę się. Będę już kończył dzisiejszy materiał o wydarzeniach sprzed 15 lat i co na ten temat myślą, jakie mają odczucia Rosjanie, mieszkańcy Moskwy. Myślałem na początku, że będzie to bardzo ciężki temat, ponieważ no, sobota rano, ludzie wyszli na spacer, a podchodzi nieznajoma osoba i pyta o katastrofę lotniczą. Wiadomo, że to jest temat mało przyjemny. Ja tym bardziej nie chciałem i nie chcę za bardzo wchodzić w politykę, ale myślę, że udało się uzyskać jakieś ciekawe opinie i ciekawe wrażenia. Ciekaw jestem, co wy sądzicie na ten temat. Chętnie przeczytam w komentarzach. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na przyszłych filmikach. Na razie, cześć.